Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете новые встречи с Семеном Ураловым. Он на связи. Семен Сергеевич, приветствую вас. Приветствую, Александр, зрителям тоже привет. Ох, какие насыщенные дни, какие насыщенные события, буйство просто необыкновенное. Ну, знаете, по сути, суть под грифом «секретно» получается. Ну, вот так выглядит все. Значит, пошли какие-то первые комментарии того, что произошло в Кремле с Виткофом и Кушнером. Значит, Витков будет встречаться с Умеровым, да, ну и Путин тоже сделал ряд заявлений. Короче, то ли военным, то ли не военным способом будут добиваться как бы Донбасса и Новороссии, сказал Путин. И, в общем-то, пресса уже сразу отреагировала. Таймс пишет о том, что все понятно, дожимает Путин Трампа, ждет, пока Трамп устанет от Украины, и, собственно, все, да, и как бы обвинит ее, Украину, во всем. Ну, Трамп уже, правда, подустал, видно, засыпает, видно, говорит о том, что, в общем, я вам говорил, у вас нет козырей. Нет козырей на руках, а вы не хотели тогда заканчивать. Ну вот, смотрите, заканчивайте сейчас. Если мы попробуем проанализировать события последних дней, как вы думаете, вот вы неоднократно об этом говорили, что, собственно, мало к чему все приведет, к какому-то позитивному прорыву, однако... Ну, шанс есть, шанс остался. Только вот вопрос возникает: на что? Давайте разделим в вашем вопросе три потока. Один, так сказать, философский, философско-политический. Есть ли шансы и нет ли козырей? Никаких шансов и козырей нету с 92-93 года, когда попытались внедрить идею Украины не как преемницы УССР, а как преемницы УНР. Оттуда и началась вся, ну, вот прям корни антироссии, да? Вот с той поры никаких козырей не было, потому что шли как торпеда, в общем-то, в одном направлении. Это первое. То есть, это ни для кого не новость. И об этом, кстати, предупреждал профессор Масловский, которого убили в 99 году, автор книги «С кем и против кого боролись украинские националисты». Вот. И власть уже в 99-м испугалась как-то это расследовать. Это было очень неудобно. Потому что Кучма только получил под 90% на выборах как раз на Западной Украине. А тут убивают такого неудобного историка, который об этом предупреждает с конца 80-х годов. Это вот первое. Второй пласт. По поводу того, что, так сказать, заявляет или не заявляет Трамп. Ну, мы же давно определили, и в этом смысле более профдеформирован и осведомлен ваш прекрасный собеседник, товарищ Димура. Вот. Он, в общем-то, объясняет постоянно на примерах, что это политик с сознанием, ну, мотылька. Ну, в общем, однодневка. То есть, то, что можно сделать быстро, он же поэтому не зря постоянно акцентирует на сделке. Ну, то есть, сделка – это то, что можно сделать раз, быстро, чик-чирик, все, получилось, по рукам ударили и побежали. В России это и исторически, ну, почему тот же Мединский, участник контактных групп, постоянно на историю что-то налегает. В России немного иная политическая, ну, и она, соответственно, историческая культура. Я вот сейчас нахожусь в городе Петербурге, в Ленинграде, родине, собственно, Владимира Путина, и большинства его, скажем так, соратников, да, ну, помните, как, например, там про Петра Первого говорили, там, птенцы гнезда Петрова и там, его ближайшие сподвижники. Ну, вот, соответственно, для того, чтобы понимать русскую политическую культуру, надо знакомиться с русской историей, как власть у нас устроена, да, или как была история там про старых большевиков. В России всегда коллективы, ну, такие крупные, вот, можно их называть по-разному. Там двор, политбюро, сейчас тоже какие-то другие называются, военный кабинет, еще что-то. Вот наша культура, она иная. То есть, посмотрим, сколько проходило при русское государство тогда. После чего, собственно, Московия стала Российской империей, когда она уже приросла достаточно. Это длинный процесс. И поэтому наши никуда не спешат. Вот. Они двигаются в длинной логике. Почему? Потому что шанс на
самостоятельное решение своих внутренних проблем, которые получили киевские элиты, был дан в 2014 году последний шанс – это Минские соглашения. Ну, Путин, кстати, об этом говорил. Вот недавно же было интервью India Today. Ну, он дал как раз большое индийским журналистам по прибытию, где он, собственно, об этом и говорил, что мы пытались, чтобы Киев с ДНР, ЛНР какие-то отношения наладил, но они отказались. Поэтому вот длинный, так сказать, трек, вот, он дает нам представление о том, как устроена длинная воля в России. То есть, в России умеют ждать. Ну, как говорят, что в России нужно жить долго, да? По-моему, недавно кто? Павел Щелин у вас как раз цитировал эту, так сказать, мудрость русскую политическую. Но это правда. И поэтому надеяться, что... Ну, и это же отражено в том числе в русском языке, в поговорках и пословицах о том, что русские долго запрягают, но потом быстро едут. И поэтому вот эта вот культура сделки, которую нам навязывает мировая шоу-политика и культура медиа, вот Трампа, соцсетей, роликов, когда хочется быстро, 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 да нету никакого быстро. Есть просто шоу, там, столько дней даем вам на принятие решения, столько даем, ну а сколько уже прошло, и где эти ультиматумы. Поэтому относиться нужно к тому, как не совмещены вот эти две культуры политические. Шоу политическое, скажем так, американское. Вот, это именно их культура. И киевские начальники, и Украина в этом смысле, она давно стала идеологической и медийной колонией Штатов в первую очередь. Она подстраивается под эту культуру. А если бы она вспомнила истоки своей культуры, потому что все-таки украинская культура – это часть русской и мировой, то нужно было бы подстраиваться под ритм и, ну, как бы, ну, как это, танго всегда танцуют двое, да? Какая же это американская уже мудрость или латиноамериканская? Под русскую культуру нужно адаптироваться. И тогда, может быть, что-то начало получаться. Вот такой у меня в 3 плоскостях ответ на ваш вопрос. Ну, вы понимаете, что все достаточно происходит, ну, вот по лекалам, по определенным лекалам. Вот новость, которую я хотел вот именно с вами обсудить, как человек, который книги пишет об украинской, ну, как вы в вашей лексике, постукраинской, да, культуре, территории. Вот сегодня, да, вот все... О людях, главное. Ну, люди, так я о людях. Смотрите, люди. Всегда есть такое место, а это такое, знаете, место силы. Называется Конча-Заспа. Там под Киевом живут, ой, какие разные, и все-все-все на свете. И представляете, и там и как бы считался элитка, да, вот вся недвижимость. Там есть такой себе санаторий, Октябрь называется, Жовтень. Так вот, в этом санатории 70 человек разведчиков, ну, будановских птенцов, завалились, взяли в заложники 8 человек военнослужащих ВСУ, ну, других военнослужащих, значит, тяжелая степень, там, в общем, повреждения люди получили. Причиной оказалась территория. Ну, те говорят, наша территория, те говорят, нет, наша территория. Ну, и там это, понятно, юридические вопросы, вот там сейчас решают. Как бы территория сама там, тоже такие персонажи из совсем недалекого, но очень интересного прошлого, там, Кауфман, Грановский, да, фигурируют как люди, которые... Лучшие люди Одессы. Ну, которые владеют этой землей, Конча-Заспа, да. Значит, потом все-таки они отпустили тех, кого брали в плен. В плен разведчики берут вооруженные силы Украины. Значит, ну и потом там полиция, в общем, ВСП, все там какие-то там администрация, в общем, разбираются в этой ситуации. Смотрите, если вот это не атаманщина и не ближайшая перспектива, я помню, когда начиналась бусификация, все же сравнивали с полицаями, с вот, режимом, да, и тогда казалось, да нет, это не с нами. А сейчас мы, давайте посмотрим вокруг. Все привыкли. Полицаи, вот они, ТЦКшники, вот они сегодня там зарезал ножом во Львове, Львовской области, да, ну, то есть мы понимаем, да, вот все, это уже случилось. Так первые звоночки были еще раньше, а вот сегодня... Вот этот бой за Жовтень в Конча-Заспе.
Плюс, смотрите, еще такой очень интересный момент. Понятно, что там вот эти междоусобицы, там, атаманщина на фоне коррупционных скандалов вообще выглядят удивительно и умопомрачительно. А если сюда еще присовокупить фактор российских, которые, 70 человек гуровцев, а не направить ли туда какой-нибудь дрон или какую-нибудь баллистику или еще что-то, понимаете? Но, опять-таки, не направляли же по Конча-Заспе, не стреляли до этих пор. А тут вот, пожалуйста, вам, как бы как на ладони, и ВСУ, и ГУР, и они еще между собой метелятся на фоне войны, в прямом смысле этого слова. Тут еще вот такая драчка. Тоже ведь о многом говорит об украинцах. Ну, это уже ситуация напоминает ситуацию в известном фильме «Свадьба в Малиновке». Кажется, мы стоим на пороге грандиозного шухера. И то, что Ермак ушел, так сказать, в туман, вот, это показатель для огромного количества людей, которые, ну, не то чтобы в его именно мародерском бизнесе, но кто строил подобный мародерский бизнес, они, в общем-то, получили сигнал, что пора, так сказать, текать. Ну, или, по крайней мере, выходить, так сказать, в кэш. Ну, брать то, что возможно. Снимать кассу, то, что называется. Но это аналитика текущего момента. Ну, а, так сказать, взять в заложники еврея богатого. Это давняя традиция. Гайдамаки же, они же прославились в первую очередь еврейскими погромами. И вообще, как бы именно поэтому само слово гайдамаки, вот, оно стало, ну, именно мне нарицательным. То есть, вот у нас потом уже в советское время это были бандеровцы, а в межвоенное время это вот скажут, что гайдамаки, петлюровцы, это люди за голову хватались. Но надо сказать, я тут тогда раз к этому вопросу подошел, я когда готовлюсь же, я всегда цитаты готовлю. Это, я считаю, тоже историческая традиция, связанная с тем, что эта же территория у нас, как мы говорили, безгосударственная, где безгосударственность была поставлена в идеал. Зачем нам это надо? Да? То есть, нам государственность не нужна. И дело в том, что вот это вот насилие, оно же лежит в культуре вот этой людоедской. Это же даже вот у ОУН, там же у них один из пунктов творчее насилие. Да? То есть, творческое насилие. Отсюда вот этот вот культ аттентата, который, ну, на самом деле, это заказное убийство. Ну, а у наших предков, то есть, я тоже вот сейчас приведу цитату, тогда, раз оно уже пришло. Иван Франко, мой любимый, значит, и которого всем надо знать. Это том 46, часть 2, том в 2 томах. Прям называется, значит, опрышок Семен Хотюк. Ну, дело в том, что опрышки, это вот в свое время были, как, ну, кто знает, Довбуш, самый известный, кто бывает в Карпатах, там скала Довбуша. И вот Иван Франко пишет, що, значить, історія про опришок, міфічні мотиви вказують на дану історичну особу в зовсім неісторичним і невірнім світлі, розмірі і окруженні. Таке сталося на Вкраїні з Палієм, ну, казаком, да, а у нас с Довбушем. И вот он приводит специально записанный фольклор, вот как народ видел вот этих вот опрышек. Меня почему этот текст заинтересовал, потому что это про опрышка Семена Хотюка, ну, тезки моего, да. И вот теперь цитата именно стихотворная, записанная Иваном Франком. «Ой, отамко при долині отава зелена, підмовляли туманюки Хотюка Семена. Ой, Семене, Семенечко, і ти, добрий хлопець, ходино з нами будемо мати здобич. Ой, ходити, Семенику, не поживеш смерті, бо в нас є 3 туманюки, ти будеш 4-й. Значить, то й підемо до Марії, заберемо гроші. Ой, прийшли ми до Марії, взяли говорити. Марися сі запіщила, не хоче пустити. Ой, Марія, Марія, пусти нас до хати, бо те, що ти нам обіцяла, то мусиш ждати. Ти-то нам обіцяла білі сороківці, наш є 4 томоніки, в 4 є топірці. Як же стрілив Хотюк Семен з нового Гвера, Гвер – это винтовка, ну, з німецького, Маріїне рідне брате, головка склонена. І як стрілів Хотюк Семен з нової рушниці, Маріїне рідне брате, аж попід Галиці. То есть, пришли опрышки и ограбили.
а из них потом лепили, в общем-то, непонятно кого. Это обычная история в безгосударственности. Дело в том, что казаки тоже непонятно в кого превращались. Это зафиксировано многократно. Ну вот Тихий Дон открываем, мы видим, что разные были там очень истории, да, и разные герои. И вот эта вот безгосударственность, которая является исторической традицией, к сожалению, для большинства регионов Украины, тех, кто приняли вот эту вот националистическую версию, что Украина – это наследница вот этой вот УНР, то есть атаманщины. И поэтому историю обмануть нельзя. Если вы взяли себя, ну, что ваши истоки – это атаманщина, ну, извините, значит, туда все и вернутся, в эту атаманщину. Поэтому что поделать? Нет, смотрите, я здесь привожу этот пример исключительно для того, чтобы посмотреть немножко в будущее. На фоне того, что происходит сейчас. Ведь по большому-то счету, ну, простите, Трамп прав. Говорит, надо договариваться было еще тогда. Больше того, надо было договариваться еще в 22-м, надо было еще в 14-м, вспомнили, тоже верно, надо было выполнить Минские соглашения и, собственно, как бы и разойтись по-нормальному. И, в принципе, в Европу подпустили россияне, и торговля бы шла, и хорошо было бы всем. Да, но только вот изменив определенную парадигму, ну, как бы включив ЛДНР в состав Украины как, ну, такой предохранитель от сумасбродных решений, имеется в виду на законодательном или каком-то другом уровне. Ну и фактически это был уже более федеративный уровень. Это был второй шанс. У Украины был шанс стать уважать, когда был Крым как автономная республика. Ведь Крым вернулся же, ну там уже он в начале 90-х чуть не сбежал. И по большому счету, если бы не позиция Москвы, которая никак тогда Ельцин не поддержал Мешкова и всех остальных, вот вообще никак. Их единственное приняли к себе, ну, в Москву переехали, да, никакой политической поддержки не было, поэтому, кстати, многие русские патриоты в Крыму это ставили в укор, и на этом, кстати, строил свою карьеру отдельно Лужков, он как раз же тоже из 90-х, он, значит, говорил, ах, раз, значит, если Россия не поддерживает, ну, на федеральном уровне, то мы, как Москва, будем всячески поддерживать. А ему это еще и рубили на федеральном уровне Лужкова. Это я просто напоминаю нашу совсем недавнюю историю. И поэтому это был шанс Украине. Учитесь договариваться. Вы типа унитарная республика, но у вас есть Крым и отдельно город-герой Севастополь. Учитесь договариваться. Ну что, кто-то учился? Нет. Вместо этого пытались настропалить крымско-татарское, ну, по факту оно меньшинство в Крыму, ну, по количеству людей, да, в некоторых районах доминируют, да, ну, даже в отдельных населенных пунктах, там, Бахчисарайский район, Симферопольский район, в Евпатории у нас, но это все равно одна часть, да, которую всячески пытались настропалить, да, причем всеми способами. Самозахват земли. Они же на чем этот бандитизм строили? Откуда все вот эти вот там Умеровы, Шмумеровы и все остальные Мустафы Джемилевы и все остальное? Они же, схема же была гениальная. Значит, Меджлис – это общественная организация. Нигде не представлена. Ну, это же одна из общественных организаций. Но они печатью раздавали землю. Прекрасная схема. Параллельно органам власти. Киев поддерживал схемы вот этого распределения земли и постоянно атаковал, так сказать, легитимные органы власти. Ну так вот, это же когда они простроили? Они это простроили еще в середине 90-х. То есть еще Кучма начал такую очень... Ну, паскудная это была система, понимаете? Ну, тут еще нужно добавить, что речь шла не просто там о каких-то землях, а каких-нибудь, там, не знаю, где-нибудь в полях, да, куда надо там вложить деньги, чтобы что-то было, или построить, или ну, какой-то там зона рискованного земледелия, там, нет, все на бережку, все очень шибко дорогое, все очень то, за что собирались в банды, и, собственно, силовым образом, это мы помним, это еще при Кучме это там цвело и пахло, тут действительно. Ну, а дальше как бы пошло дальше. Но смотрите, сейчас-то эти крымские татары вообще, как бы, у нас там говорят, крымские татары, крымские, вообще никто не жалуется. Ну, вот почему-то. Нет этих массовых протестов, никто там... Где вообще крымско-татарские батальоны? Они там, конечно, показывают периодически, чтобы кто-то какие-то эти мусульмане, да, там мусульманские отряды. Ну, а вот конкретно где крымские татарские батальоны, освобождающие Крым? Их нет.
Потому что отдельные представители, ну, те, которые на пылесосе с деньгами, они и были, они и остались. Но это очень важно, то, что вы так упомянули вскользь. Один из таких крымско-татарских пылесосов сейчас страну представляет. Заметьте, не Зеленский, не Стефанчук, ну, ему просто по должности второе лицо в государстве, не какой-нибудь дипломат известный, даже не министр иностранных дел. Умеров, глава СНБО, это плюнуть и выбросить. Всю жизнь в Украине была должность, чтобы сидели, ну вы поняли, да, и там доживали свой век в этом СНБО. Ну сейчас война, поэтому Зеленский превратил его в такой, как все решающий орган. Но по сути, ну, как бы вообще украинский народ представляет Умеров. Вот сегодня с Виткофом будут беседовать. Это же уму непостижимо, куда вот эта модель откачивания бабла и ресурсов, куда она привела всю страну. Но я все-таки хочу вернуться в дальнейший, ну вот попытаться давайте да. так, давайте для чистоты понимания все-таки сделаем фиксацию. Не украинский народ представляет Умеров, а колонию Запада и украинских заложников представляет крымско-татарский отщепенец и гражданин США. Но это вот в моей картине мира, как я вижу. Да, это так, чтобы было всем понятно, чтобы точки над «и» расставить. Но это еще более делает, как вопиющую эту ситуацию. Я ж об этом, это подразумевая и говорю. Так вот, если у нас уже начинается атаманщина, если уже начинается развал, вот в таких, казалось бы, вещах, когда Тут, простите, в бусы суют этих военнослужащих, а потом этих военнослужащих еще и там разведчики пленят, потом, правда, отпускают. То есть в тылу, в Конче-Заспе, это же тыл-тыл, там вообще даже ничего не прилетит. То есть мы вообще понимаем, как воевать дальше. И тут мы с вами даже, если хотите, можем затронуть, это тоже очень интересно, там деньги европейские, вот эти все... Но я пытаюсь концентрироваться именно на внутренностях момента, да, который переживает Украина сейчас, чтобы понять, что с Украиной будет дальше. Вот главный посыл. И все говорят, мы там не переживем, если там условно там, не станет Зеленского. Переживем. Если там уйдет еще кто-то, если в Раде, там, если придут те, придут эти переживут все, потому что у них свои частные армии по санаториям в Конче-Заспе. Конечно же, то, что называется владеющая и управляющая прослойка, они сильно пересекаются, но не на 100%, потому что вот уже упомянутый вам Кауфман-Грановский – это непотопляемые персонажи. Вот я, когда приехал работать в Одессу в 2009, по-моему, году, ну, именно прям работать, не бывать или там какие-то исследования проводить, но они тогда были вездесущими и уже давно не первый год. Вот, понимаете? Это сколько сменилось уже формаций, да, политических. А эти люди все еще остаются. Поэтому вот эта владеющая прослойка, она, конечно же, давно перестраховалась. И, конечно же, она не будет практически никак страдать. Это, ну, вот уже многократно вы, ну, и с тем же Павлом Щелиным, и не только, вот эту социологию украинского средневековья со шляхтой, панами, підпанками, холопами, ну, там, быдлом, да. Ну, это, кстати, вот Ивана Франко я как-то специально подберу тоже пару цитат, где он описывает отношение тогдашней так называемой украинской начинающей формировать интеллигенции к своему народу. Ну, оно как бы подцеплено из польской культуры. Это вот холопы, это же, ну, вот вообще вот это все откуда. У нас русская тоже есть иногда, например, смерды. Историки там описывают, но мы же понимаем, что это уничижение в самом названии, собственно, кроется. И вот поэтому эти люди, они вообще, их правильно, мы когда-то тоже разбирали немного теорию Гумилева, так как Украина это химера, вот, то в ней всегда образуется вот эта вот паразитарная прослойка, которая, в общем-то, съедает собственных сограждан. И вот хазары, почему же все народы вошли как бы в исторический как-то ареал наш, да? А хазары все-таки вошли с негативным восприятием. Но именно потому, что там была организована такая система. И поэтому когда-нибудь, я думаю, через 1500 лет, ну, еще какой-то период, когда
отойдем совсем далеко, то, может быть, Украину и опишут как там новый тип, новую Хазарию, да, какой-то там хазарский вирус, еще что-то такое. Ну, Гумилев нечто подобное, собственно, пытался сделать. Поэтому, с моей точки зрения, нужно говорить о преодолении вот этого курса на полный крах и полную деградацию. И для этого, ну, для того, чтобы из этого выйти, нужно представить себе образ, ну, вернее, до образа далеко, модель. У нас об образе любят говорить, а пока нет модели, чего образы строить, да? Модель той постукраины, где действительно не было бы войны с Россией. И вот я сейчас пытаюсь, ну, вот, попытаюсь сформулировать, ну, такие базовые принципы, а что бы это могло быть. Ну, по большому счету, постукраина должна, ну, скажем так, разделиться, разложиться, самоопределиться по-разному, как это может быть, трансформироваться в три больших части. Какая-то часть станет частью, ну, России, какая-то часть могла бы быть, ну, неким государственным образованием, ну, не как угодно, союзным России, по модели, как я говорил, там, белорусской, а какая-то часть нейтральной по отношению к России. Да? То есть, вот мы не хотим, ну, огромное количество людей, регионов, где такие люди доминируют, они не хотят видеть союзных отношений с Россией. Да? Но вот в той вот докризисной Украине, скажем так, ну вот грубо говоря, на Донбассе, в Крыму, в Одессе, вот, ну это то, что я там доминировали идея союзности России и вхождение в состав России. То есть, были такие люди, которые говорили, у нас тут, особенно после 2004 года, все капец, ну, ваш ну, как бы из Луганска Глеб Бобров, писатель, земляк, ваш, уже книгу в 2005 году написал, эту «Эпоху мертворожденных». Всем советую прочитать. Все там, и в 2007, по-моему. Ну, то есть, там вот гражданская война, будущее, она была, в общем-то, уже описана. Да? То есть, все это было видно. А вот на Западе, например, да, там вот там доминирующая была история нейтралитет и какая-то часть быть враждебными России. А вот платформы, что что-то на постукраине будет враждебным России, на этом надо поставить крест. Ну, то есть, вот этой идеи в принципе быть не должно. Ну, вот как, например, в Канаде по умолчанию, ну, Канада не может быть враждебна по отношению к США. И вот выход из кризиса, например, мог бы быть референдумами открытыми, да? То есть, вот, причем спуститься на региональный уровень, может быть, даже на районный, и предложить людям, ну, честный выбор. Вы хотите, так сказать, быть частью России, быть в союзном или в нейтральном государстве. А потом, как вы говорили, можно возможность дать людям, ну, как бы переместиться в то, где им ближе. Потому что, допустим, вот на той же Западной Украине наверняка не победит идея союзности, да, с Россией. Но там такое количество людей переехало туда, и есть меньшинство, которые стоят на этих позициях. Ну, будет какой-то там период переходный, не знаю, 10-15 лет, чтобы переехать куда-нибудь, например, в Одессу. Да? А кто-то предпочтет быть просто частью Российской Федерации. Да? Ну, а Ну, вот каким как, например, например, это судьба устроить? Смотрите, вот это же... референдуму. О Нет, чем ну, проблема? у нас этот министр иностранных дел Германии говорит о том, что референдум... Смотрите, тут же референдум, по сути, вот сейчас то, что мы видим с Украиной, что происходит, например, с бюджетом на 26 год, который приняли. Много разборов есть, это прям отдельно надо разбирать по статьям. Короче, денег нет, если так, спойлер, да, то есть всех вот этих там, разных цифр, денег нет. Зеленский сам ездил по Европе, выходил и говорил, если не возьмем российские деньги, то, собственно, ну вот эти активы, да, то тогда вообще финансирование Украины невозможно без российских денег. Но мы-то с вами люди, которые изучаем эти все процессы, ну вот так исследуем, вглядываемся. Да елки-палки. Получается, что хоть так нужны российские деньги, имеется в виду, Россия занимает территорию, и вот как там Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, там вот строительные работы, да, вот сейчас, да, ну или там раньше еще там, понятно, Луганск, Донецк,
Бердянск, ну, то есть Мелитополь. То есть все равно тут нужны российские деньги. И чтобы Украина могла дальше жить. Смотрите, сейчас последние 2 недели акцент сместился не в сторону там воевать, побеждать, 91 год, там на фронтах. Нет, существовать. То есть вот эта модель государственности в стране без государственного образца, о чем свидетельствуют пленные ВСУшники угуровцев, ну, только один маленький пример, да, который мы привели сегодня. И тоже, говорят, нужны российские деньги. А если это все поменять, подходы и представления, то можно сказать, что российские деньги – это тоже и наши деньги. Только это делает Зеленский в плане того, что, ну, это наши имеется в виду, там, репарации, ну, вот эта вся история, да, вот вы нам агрессор, вы платите. А с другой-то стороны можно, как бы, говорить о том, что, ну, и наши, потому что, как бы, мы все, например, там, в той части, которая, там, нейтрально или там, ну, в общем, союзно или там очень благостно, вот какая-то часть, да, ну и понятное дело, еще больше причин говорить, это тоже наши деньги у тех, кто под контролем России сейчас. Короче, суть моей мысли в чем? Что и так нужна российская, как бы, денежка, и так она тоже российская. Вот парадокс этой войны, понимаете? Ну, мы только что, ну, для вас парадокс, а для меня только что произошло доказательство теоремы того, что никакой государственности, кроме как либо российской, либо союзной России, на... Я вообще говорю про постсоветское пространство, но на постукраины невозможно. Да, это факт. И этот факт проявился очень хорошо году уже к 2017. Это как раз в Крыму произошло и в Севастополе. Ну, вот 25 лет киевские элиты, я сейчас не про Украину, давайте про киевские элиты. Вот. Куда много кто в Киев сползался отовсюду, да, из Луганска, из Донецка. Вот. Вот у них был Крым. И что они, кроме своих дачек, там построили? Я скажу. Я так немного одесский, да, этот... Президентскую дорогу, так называемую, чтобы Кучме было удобно летать. Вот. Прилететь в Бельбек и лично ему добраться. А дальше? Ну, вот что они... Вот себе, да. Себе они, конечно, датчик понастроили. Особенно вот это вроде она попадает у нас под национализацию, не знаю, вилла София. Прямо на набережной Ялты. Но это притча во языцах. Вот София Ротару, значит, воспользовавшись тем, что она в авторитете и в Киеве, и в Москве, ей не могли, в общем-то, отказать. Плюс она еще с крымскими бандитами. Был такой там деятель. Он в Лондоне, кстати, умер же. Миримский. Вот он, она пыталась пройти в парламент Крыма, ну, Верховный Совет. Ну, как София Ротару, да, тянула на себе. И ей, вот, видать, рассчитались клаптыком земли. Она же Западенко, да, то есть все в семью, все к себе, в Буковыны она. Вот, прямо на набережной Ялты, где прям вот всем она показывала. Вот это моя вилла, София, да. И все так делали. Вот. И что сделали? 25 лет у вас было почти, 23. С Крымом хоть что-то сделали. Хотя эта земля, она же приносила всем деньги. Себе-то хватило возможности построить отельчиков и выжимать бабки из прибрежной земли. А хоть канализацию, еще что-то. И вот к 2017 году уже было очевидно, потому что в ДНР и ЛНР была подвешенная все-таки ситуация. Ну, она очень долго была подвешенная. Все ветшало. А в Крыму уже все было видно и понятно, кто и как относится к этим людям и к этой земле. Вот мы же раз затронули крымско-татарскую историю. Ну, я вот могу про Евпаторию рассказать, где я книги все пишу и часто бываю. Там вот есть район Исмаил-Бей. Там большинство живут как раз, ну, крымских татар. Ну, всем же одновременно все заасфальтировали, школы отремонтировали. Там просто были земляные улицы. Там не то, что был обветшавший советский фонд, которого было много везде. А там просто это же Кучма, типа, приезжайте, приезжайте из Узбекистана, мы принимаем, в чистом поле землю дали, даже ну, межквартальные асфальта вообще не проложили. То есть я ездил там чтобы срезать с одной трассы. Ну, короче, через Исмаил-Бей. Вот прошло 2 года, все заасфальтировано. Это хоть на город стал похоже, а было вообще непонятно что. То есть какой-то кишлак был, да, ну то есть с точки зрения благоустройства. Я сейчас только об этом говорю. Или вот пример из вашего города Луганска, вот Красная площадь.
И они, ну, место прекраснейшее. Там виды открываются как раз через реку. И она очень концептуальная. Это как кусочек маленький, ну, вот и Москвы. Ну, вот как Крещатик, да, сделан. Очень красиво. Там ступени такие. Ну, в каком оно было состоянии? Ну, ужас же. Ну, просто... Ну, хотя это же ну, шедевр архитектуры в том числе. Поэтому это было ушатано. Никто ничего не вкладывал особо. Единственный был человек, государственник. И я, если честно, вот больше всего надеялся, что именно он был бы преемником Кучмы. Это Георгий Кирпа. Вот если говорить о том, кто был государственник по типу своему, это был Кушнарев и Кирпа. Это вот было два политика, которые бы, если бы получили бы бразды, так сказать, правления, то что-то на Украине в начале нулевых могло бы пойти по-иному. Да? И это вот деятельность Кирпы, которая отразилась в чем? В состоянии Укрзалізниці. Вот, потому что страна ветшала, а Укрзалізниця как раз на пороге 90-х нулевых. И по большому счету до сих пор на этом наследстве она еще хоть как-то держится. Единственная трасса, которая была построена Одесса-Киев, вот еще тоже как раз в начале нулевых, и отремонтированы как бы вокзалы в основном на Львовской железной дороге, потому что он же в пост, ну он же до железной дороги руководил конкретно ну, одной Львовской, там же Приднепровская, Донецкая, несколько железных дорог. Вот и все. Вот краткая история, как Украина относилась к наследству, ну не Украина, киевская власть, которая вместо того, чтобы заниматься развитием государственности, в том числе как государственного капитала, то есть наращивать промышленное производство, ну и пошло-поехало. Она продавала идею, значит, войны с Россией ради ухода в европейский лагерь. Вот, ну, все это, как оно по-другому не бывает. Нету проекта, нету плана, ты ничем не занимаешься, кроме разбазаривания. Вот тебе результат. Теперь 20 лет нужно будет впахивать, чтобы преодолеть последствия вот этой вот разрухи, как минимум. Да, безусловно. Однако нам же нужно понимать, куда мы вот сейчас движемся. Движемся ли мы к какому-то мирному соглашению? Вообще все ориентируются, и такие умные люди ориентируются на авиакомпании, я помню. Значит, они вообще, ну, не те, которые наши, да, имеется в виду украинские, наши, там, Мрию эту профукали, да, и, в общем, не перегнали. Но как бы другие, которые приносят деньги, самолеты сейчас вовремя отправились себе в Европу, и там в Европе работают, денежку приносят. Я имею в виду там Антоновы, там Русланы и так далее. Вот эти большие самолеты, грузовые, грузоперевозкой, которые занимаются, в том числе и те, которые пассажирские, тоже перегнали, тоже, в общем, ну, о чем будут стоять? Зарабичанство на уровне авиации. Вот, но это наши. А европейцы, вот сейчас там Financial Times дают интервью, что там через 2 недели, условно, после подписания любого соглашения мы готовы возвращаться, пожалуйста. Ну, им тоже надо, то почему нет? Пускай летают в Украину, да, открывайте аэропорты и так далее. То есть это тоже нам такие сигналы, маркеры, что скоро все закончится. Ну, не в плане там исторического какого-то, исторической какой-то страницы, а в плане вот этих боевых действий и угрозы. Поэтому, наверное, тут надо спрашивать, когда вот эта вот угроза закончится. То, что будет сразу много новых угроз, безусловно, но нас же все-таки волнует главный вопрос. И как вам видится, ну вот, если там анализировать вообще состояние украинских элит сейчас, да, ну, вполне вероятно, что и Зеленский не нужен для того, чтобы чего-то подписать и начинать какие-то мирные процессы. О выборах очень много говорят, да. Вот вы говорите о референдуме, а люди говорят о выборах. Ну, имеется в виду всякие эксперты, да, вот эти выборы, да, а там Буданов, а тут Залужный приехал, а тут еще чего-то. То есть, не заменят ли нам выборы, референдум? Как это может быть? И будут ли это выборы того, кто приедет, условно, ну, не лично к Путину, а в какой-то город, который назначат, и подпишет очень неприятные вещи? Но все же не будут же выходить и обещать всем неприятности. Все же должны победу выходить и обещать. Так а как выбирать тогда украинцам? Ну, знаете, есть еще такой сценарий, что украинские элиты будут торговаться и фантазировать
на тему, как бы нам лучше вот заключить некий договор, а за это время атаманщина будет расширяться, и все придет в ситуации, описанной кем? Винниченко, по-моему, да, что їде поезд, в поезде директория, під директорией территория. Вот это вполне тоже как бы вероятная история. То есть будут обсуждать эксперты на полном серьезе. Ну, не исключено, как это революционный матрос пришел, кто тут временный слазь, да, что в эфир какого-нибудь марафона просто войдут люди, не знаю, с какими у них будут шевроны, они могут быть разные, потому что это же атаманщина, да, и просто выключат, так сказать, этот в прямом эфире. Такое тоже вполне возможно, потому что исторический опыт нам подсказывает, вот уже современной истории Украины, что элитам украинским никогда не получалось договариваться, кроме как, когда они что-то сильно дерибанили. Вот, ну, что вот было результат договоренности? Это, например, голосование по Конституции. Вот. Потому что никто же не хотел отдать полномочия Кучме. Но там же куча всего сырого. Настаивали на русском языке. Вот. Это можно же было все избежать еще на этапе Конституции принятия. Фактически ее же, ну, это вошло в украинскую мифологию, как вот про опрышков мы разобрались, что это были обычные бандиты. Вот точно так же вошла вот эта конституційна ніч. Помните, да? Мгм. Очень смешно у вас пародирует Снежана Егорова вот этих вот припадочных, так сказать, патриотов. Вот. Прям молодец, очень ярко. И вот это же вот конституційна ніч. Мы ж, значит, миф. А что это такое было? Это когда бабло в парламент носили чемоданами от Лазаренко и еще от ряда кланов и формирующегося тогда Донецкого. Почему же Кучма тогда так благоволить начал Донецкому клану? Да? Потому что Донецкий клан конкретно, с одной стороны, пробашлял, а с другой стороны, поднагнули коммунистов Симоненко. Но их надо называть именно не коммунистами, а коммунисты Симоненко. Ну, то есть, как холопы. Да? Потому что вот как бы холопы Симоненко під червоним стягом, вот, они тоже это поддержали за долю малую. Вот. Что, ну, а что потом, какие ништяки получил Симоненко в 99 году, ну, это уже другие вопросы, да, уже на выборах. Это же через 3 года было, Конституция 96-й, выборы 99-й. И поэтому, и хорошо, дальше, какие еще были приняты решения? Напоминаю, это когда элиты договорились. Это так называемый, значит, политичная реформа. Это уже дело рук Кучмы Медведчука. Ну, помните, в парламенте ночевали, ничего не делали. Завершилось тоже через того, что где-то подкупили, где-то прошантажировали. Третий раз. Это Янукович, когда возвращал себе полномочия. Ну, это вообще по беспределу уже. Ну, то есть, он вообще никак не церемонился. Поэтому, ну, а потом, когда влили, так сказать, гуртом батьку уже Януковича, да, ну, как гуртом проще бить, когда его слили все. То есть, когда Турчинов стал фактически, ну, диктатором, да, узурпатором, его там же тоже часть коммунистов Симоненко, ну, холопьев Симоненко за него проголосовала, да, то есть расторговались. Поэтому там украинские элиты способны только на короткую расторговку. Ну, вот на текущую. И они думают, что снова всех кинут и обманут. Они такие: о, мы же проголосовали. Смотрите, как мы гарно проголосовали. Все. И будем дальше, короче, тянуть кота за хвост. Я предполагаю, что у нас, в общем, на такие разводы уже не поведутся, потому что это повторение фактически, ну, Минской истории, да, с Минскими соглашениями. По-другому же Поэтому, никак. Подождите. Ну, никак ну, а как по-другому. никак? Я вам говорю, референдумы. Ну, вот смотрите, идет якобы мирный трек с Россией. Что они делают? Они из этой хартии мов национальных меньшин Да, еще и изымают русский язык. Ну, то есть, да. это что? Это демонстрация готовности вообще к чему-то, о чем-то договариваться? Нет. Это, пока, так сказать, мимо тещиного дома я без шуток не хожу, да. Уже ни на что это не влияет, но все-таки я вам еще раз продемонстрирую, так сказать, какую умовную елду. Вот. И что это такое? Это что? Ну, понимаете? А референдум, когда определяется, так сказать, народ, он снимает огромное количество, потому что потом можно в том числе провести региональные референдумы по русскому языку. Как я, например, напоминаю, деликатно поступили в Харькове. Это еще как раз при Кушнареве мэре, если я не ошибаюсь.
94-й год или 95-й, ну, врать не буду, провели городской референдум об использовании русского языка, и все. И все вопросы Мовни снялись. И потом с ними прибежал только уже бандит и оккупант оранжевый Аваков, да, который предал в свое время Кушнарева в 2004 году. Очень как бы был такой удар в спину, за что получил пост губернатора. И только потом он уже в 2005-2006 году всю эту националистическую сволочь, которая сидела ну, вообще под шконкой, то есть никем она не... Вот это они уже начали вытаскивать на поверхность. А фактически с 94 по 2005 год конкретно в Харькове и потом в области, где Кушнарев стал губернатором, никаких мовных проблем не было. Почему? Потому что спустили на региональный уровень и, подчеркиваю, заручились поддержкой народа. Поэтому, а выборы это, знаете ли, выборы это всегда в том числе раскол общества. Потому что вряд ли будет победа в первом туре. А что такое второй тур? А второй тур это соревнование антирейтингов. А это вот может Зеленский сколько угодно рассказывать, сколько он получил голосов, а это не он получил голоса. Это получил голоса анти-Порошенко. И точно так же Ющенко это анти-Янукович. И Янукович это анти-Тимошенко. А Кучма это анти-Симоненко. А первый антикравчук. Вот вам, как так сказать, набор всех украинских президентов. Все были анти. Никого не было несущего. Если посмотреть, попытаться, да, ну так, понятно, что не шибко долго, но проанализировать происходящее сейчас в аппарате у Зеленского. Я, если честно, так немного, ну не то что... Я не злорадствую ни в коем случае. Это большая трагедия, то, что происходит с Украиной для украинского общества, которое некогда было образовано, которое некогда было очень грамотно, читали книги, там, изучали что-то, профессионалы совершенно разного калибра, в разных сферах деятельности воспитывались, передавались какие-то знания, да, ну, то есть традиции какие-то, подходы, причем там от инженерных школ до каких-то научных, педагогических и других, там, ну и просто там культурных каких-то аспектов. Это прям очень интересно было. Сейчас в каком-то упадке, но вот культуры и традиции государственности так и не вышло. Смотрите, вот есть люди, которые четко говорят, Зеленский будет бежать, да? Но с другой стороны, что ему бежать? Депутаты вот депутатами. Ермак в тумане, вы так выразились, а тут непонятно, что с ним дальше будет. Если его, конечно, будут дальше догонять, ловить, это один вопрос. А если не будут, так это будет такой, как это, бэк-офис, да, бэк-офис офиса президента. Сегодня прошла новость, что «Квартал 95», вотчина Зеленского, студия «Квартал 95», я имею в виду творческий коллектив, значит, они вот организовали новую кампанию без Миндича. Там Шефир и вот эти все там Кровец, вот как Шивой, короче, артисты, вот эти люди, то есть без Миндича. Слушайте, ну так вот вам же нормальный подход, вот так же по-украински. Там раз, например, зашкварился руководитель, раз теперь это без него. Вот сейчас будет опа, и офис президента без Ермака. Да? Но все прекрасно понимают, что манежи все те же, они просто как бы там, ну там переписали, может, где-то доли, где-то как-то для проформы создали вот это «Квартал 95» без Миндича, вот, а едет так же. Так можно ж так и Украину тоже сделать. Раз там, Украина без Зеленского. Вот примерно там что-то то же самое. И Зеленский может спокойно себе сваливать в Израиль и так далее. Поэтому в этом, ну, таком тупизме, да, вот этих подходов. И сила же великая, Семен Сергеевич, сила же великая. Сейчас вы видели, как, ну, вам как писатель особо будет интересно, значит, выходит Мендель, это первый пресс-секретарь Зеленского, и говорит, Ермак такой, козлина был Ермак. Он говорит, президент дает распоряжение, через час мне звонит Ермак, говорит, не делай этого, да и вообще он сам хотел стать президентом, консультировался с кем-то там из американских, как ему там рулить и как там А еще он называл тебя земляным червяком, у великий. Да, но когда Мендель была в обойме, она же книжку написала, ну вот потом, да,
И там он такой импозантный, такой перспективный, такой прям могущественный великий человек Ермак. А тут сегодня, это в книге, ее книге, Мендель книги, а сегодня такой негодяй. Ну и много там сейчас начали бросать и бросаться тапками в некогда светлый и очень могущественный лик. Что вы думаете по этому поводу? Ой, я думаю, что это давняя украинская культура. У меня была когда-то книжка. Ну, я работал в штабе центральном как раз в 4-м году. Ну, скажем так, который был за Януковича. Да? И мне был один там такой из пула. Я сейчас не готовился же, фамилию не вспомню. Журналист, который написал книжку с такими рассказами про Виктора Федоровича. Там еще рисунки от руки. Ну, это был шедевр. Я зачитывался. То есть, там и бабушку через улицу переводит, и мудрые советы, значит, на совещаниях дает, и лично добывает в шахтах, значит, антрацит. Ну, гениальная книжка. Просто вот я таких не встречал. Потом, соответственно, очень часто вот в рамках избирательных кампаний там вот по Кучме, как ему, собственно, славословили. Но это давняя культура, не только украинская. Это дай волю, залижут, понимаете, да? Поэтому это все зависит только, так сказать, от первых лиц и от начальников, насколько они готовы давать ход лести. Но когда даже в 2014 году заглянули немножко, так сказать, во внутренность частной жизни, ну, вот эта гениальная история с картиной Пшонки, да, в виде кого он там, Цезаря, императора, Мгм. что-то у людей, конечно же, с культурным уровнем произошло. Ну, во-первых, это жесткая контузия 90-х. Ну, это факт. Когда вот это вот хапать, показывать, все вот это мое. Это по-перше, то, что называется. Вот. Ну, а по-друге, вот, это, конечно же, как сказал, не помню, это Гладий или Сенчук был губернатором Львовской области. Наверное, Гладій все-таки Михайло, що всі ми вийшли із села, але село не вийшло з нас. Это действительно имеется, так сказать, проблема с носителями городской культуры. Вот. Это как, например, во Львове ходит городская легенда, которую западенцы рассказывают про оккупантов, кацапов, а, так сказать, оккупанты рассказывают про западенцев. О том, что когда город стоял пустой в 1944 году, заезжали, так сказать, в свободные квартиры. Ну, я говорю, повторюсь, это одна и та же легенда, которую друг про друга рассказывают. И о том, как, значит, в ночных сорочках ходили по улицам, ну, оставшихся, сбежавших там немцев, еще кого-то. Вот, ходили, значит, дамы по улицам, так сказать, Львова и демонстрировали. То есть, это я не для того, чтобы кого-то унизить или еще что-то. У нас в культуре, я имею в виду, присутствует вот этот вот элемент. Ну, это вот как мещанин во дворянстве, да, то, что у Мольера и так далее. Поэтому это обычная история, когда элиты, так сказать, взлетают очень быстро наверх. А у нас было все усилено еще 90-ми годами. Но вот когда вскрыли же Медведчука, же была история, что там у него нашли? Вагон Вагон железнодорожный, золотой, да? да. Да. Вагон железнодорожный. Ну, историческая личность, как, например, Владимир Ильич Ленин, он прославил собой железнодорожный вагон. Да. А Медведчук прославился железнодорожным вагоном. Вот, так сказать, почувствуйте разницу. Ну, Ермак будет рулить? Или вот Смотрите, как вам смотрите, видится ситуация? давайте. Ну, теперь, ну, теперь комбинаторика, да? Это вот чистая комбинаторика. Ермак будет в подвешенном состоянии для того, чтобы Зеленский шел в ракурсе навязываемых ему задач. То есть, это сейчас такой вариант заложника. То есть, человека... Поэтому пока что против него, смотрите, обвинений нету. Против него каких-то конкретных предъяв, что, где он украл, нету. То есть, пока что его отодвинули с поста и подвесили. И вот в зависимости от того, как будет вести себя Зеленский, и будет судьба Ермака со стороны внешних кураторов. Пока что они его подвесили, но никакой субъектности у этих персонажей нету, да? И сейчас
смотреть, на что пойдет Зеленский. Вот. И, ну, самое главное, будет ли он следовать даваемым ему советам. Но то, что Ермак будет попытаться сохранить свое влияние и играть какую-то роль, ну, это факт. А кто из украинских политиков, когда честно уходил в отставку и говорил, я там иду книги писать или еще что-то? Нет. Там же как каждый хочет быть паном-атаманом. Вот. Ну, а почему бы и нет? Я кучу народу видел. Он там в Верховную Раду прорвется и уже думает, как он будет, значит, целую фракцию делать и потом шантажировать будущих президентов. А те, у кого фракция, тут он себя уже сразу президентом мнил. Ну, это такая вот особенность. Атаманщина в политике была всегда. Разве нет? Да, Семен Уралов был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за время и мысли. Спасибо, до новых встреч. Да, друзья, подпишитесь на Семена Уралова, все ссылки в описании, и Телеграм, и, конечно, Ютуб. Поставьте лайк, пожалуйста, этому видео и напишите, что думаете в комментариях. Добра и света. Увидимся.